Вы знаете, меня давно упрекают в том, что я делаю слишком много интервью с правыми. Таким образом, как бы подчеркиваю свою более правую позицию. Что ж, друзья, если вы хотите интервью с левыми, то вот вам интервью с левым. Потому что человека более левого, чем Андрей Хунько, депутат Бундестага, трудно себе даже и представить. Итак, Андрей Хунько. Мы пообщались. И ключевые его тезисы я вам дарю. На протесты на Майдане, на мой взгляд, оказывали очень сильное влияние правоэкстремистские силы. Я не говорю, и может это и разница между мной и пропагандой, что весь Майдан, что на Майдане были сплошные нацисты. Ich sage nicht, und das ist dann vielleicht der Unterschied zu so einem Propagandabild, ich sage nicht, dass der Maidan, dass das alles... Я говорю просто, что по моим оценкам, там было приблизительно 5% правых экстремистских сил, таких как Свобода, Правый сектор, и у них была на Майдане идеологическая оперативная гегемония. Это и было именно ключом к тому, что после смертельных обстрелов 21 февраля на Майдане, когда был даже компромиссный договор, невероятный процесс интернациональной политики, когда Штайнмайер там был, они подписали, нашли выход из ситуации после смертельных обстрелов, к примеру, выборы в течение 2014 года и так далее. Wo es ja einen Kompromiss gab, ein Abkommen, unglaublicher Vorgang in der internationalen Politik. Da war Steinmeier da, die haben unterschrieben und eine Lösung. И после всего этого люди на Майдане отменили этот договор, потому что люди думали, что Янукович стрелял. Там были люди с правого сектора, которые вышли на сцену, которые это соглашение смогли отменить. Тут надо, опять же говорю, дифференцировать. Это не были все нацисты, но там были очень сильные правоэкстремистские боевые отряды. Там было не так, как, например, альтернатива для Германии. Там были люди, которые были тренированы, применяли насилие и так далее. Das ist was anderes als, sagen wir mal, hier die AfD oder so. Wirklich trainiert waren, die Gewalt angewendet haben und so weiter. Что происходило в Украине, было по сути союзом между консервативными, прозападными силами, как Кличко, Яценюк и ультраправыми. После февральского переворота многие из партии «Свобода», которая классически правоэкстремистская партия, стали министрами в переходном правительстве с сомнительной легитимностью. Именно это правительство и приняло решение о военных действиях против федералистов на востоке Украины. Тогда они были федералистами в апреле 14-го. Они хотели федерацию. Они не хотели входить в состав России. Эти правые силы или их важные актеры были внесены в списки Народного фронта Яценюка и блока Петра Порошенко и занимают какие-то государственные должности. Я спрашивал у Штайнмайера несколько раз, когда его встречал, действует ли договоренность. Вы же недавно ее подписали. Его ответ был, что деловая основа договора недействительна, потому что Янукович убежал. И это официальная позиция федерального правительства и других. Nicht der Janukowitsch. Nein, aber das ist die offizielle, auch schriftlich habe ich das immer eingereicht, das ist die offizielle. Я думаю, если смотреть на этот договор и представить, что происходило с тех пор, то становится понятно, что этот договор мог быть решением проблемы. Das wäre eine Lösung gewesen. Er hat uns telefonisch unterrichtet, als er zurückkam aus Kiew. Вечером в пятницу 21 февраля, когда Штайнмайер вернулся из Киева, он доложил нам по телефону о ситуации. Это было уже немного до переворота. Я говорил, что договор имеет смысл в такой ситуации, потому что это какой-то компромисс. Но просто это невероятный, единичный случай международной политики, когда 2 дня после подписания такого договора договор признается недействительным. Das für hinfällig erklärt wird. Alles, was man kritisieren kann später auch, weil
И все то, что произошло после, и что можно критиковать, к примеру, вопрос Крыма, надо иметь в виду, что это было реакцией. Но на данный момент изложение ситуации во всех СМИ, в правительственных ведомствах, в посольствах и так далее, начинается с нелегальной аннексии Крыма. И это такое упрощенное представление. Если таким образом подходить к этому конфликту, то это приведет только к эскалации его. Unmotivierten Annexion der Krim-Anden. Und das ist einfach so vereinfacht, wenn man so daran geht an den Konflikt. Конфликт на востоке Украины не закончится, если не будет ослабления напряженности в международной политике. Мы, конечно, не знаем, каким будет внешняя политика Трампа. Мы не знаем, какая будет внешняя политика ЕС в конце 17-го, после выборов во Франции и Германии. Но пока сегодняшняя конфронтация между Россией и Западом имеет место быть, конфликт на востоке Украины не закончится. Solange die jetzige internationale Политика восточного соседства с договоренностью об ассоциации для Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Армении и Беларуси не является дорожной картой для вступления в ЕС. Этим просто строится сфера влияния вокруг ЕС, но в этих договорах не предусматривается вступление в ЕС. Belarus, das waren ja die Staaten, die dafür vorgesehen sind. Das sind keine Fahrpläne für Когда был референдум в Нидерландах в апреле 2016 года, нидерландское правительство говорило своему народу, что ассоциации не предусматривается членство в ЕС. Там даже нет перспективы членства в ЕС. Но в Украине украинцам это вводили в заблуждение. И это привело к сильным дискуссиям в Украине, потому что они были этого мнения. В реальности дело идет в этом договоре, речь идет только о сфере влияния ЕС, но не о равноправном членстве. Bevölkerung gesagt hat, es geht bei dem Abkommen gar nicht um EU-Mitgliedschaft. Das ist richtig. Da steht nichts von EU-Mitgliedschaft drin. Я говорил с Азаровым, он был премьер-министром. У него запрет на въезд в ЕС. Он до эскалации на Майдане подал в отставку в январе 2014 года. Я с ним встречался в Москве и хотел от него услышать, как были эти все переговоры происходили между Украиной и ЕС. Он переговаривался с 3 комиссарами – Баррозо, Фюле и де Гухтом. Der Ministerpräsident damals der Ukraine, der ist ja in Moskau, der hat Einreiseverbot in die EU, der ist im Januar zurückgetreten, also vor der Eskalation auf dem Maidan. Азаров рассказал, что вначале он и Янукович хотели трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной, потому что все это влияло бы на экономику Востока. В этом было отказано Азарову. Und er sagte halt, am Anfang wollten sie trilaterale Gespräche, also seine Regierung, er und Janukowitsch. Trilaterale Gespräche mit Russland. Потом он хотел компенсации от ЕС, если вступит в силу договор, потому что украинская экономика потерпела бы убытки до 20 лет, потому что они потеряли бы российский рынок. И вся эта хай-тек индустрия была на востоке страны и была связана с российским рынком. Так быстро не смогли бы переключиться на европейский рынок. В этом тоже было отказано. Bis zu 20 Jahre massiv Schaden nimmt, wenn das Abkommen in Kraft tritt, weil sie den russischen Markt verlieren, die ganze. Потом Азаров хотел, по крайней мере, мне так рассказывал, что хотел, чтобы в сам договор был добавлен пункт о перспективе членства в ЕС. И даже этого не хотели комиссары, потому что речь идет в ассоциации о том, что это просто сфера влияния, а не равноправное членство. Dass in das Abkommen die Perspektive der EU-Mitgliedschaft reingeschrieben wird. Und auch das wollten sie nicht, weil es eben es ist ein Einflussgebiet, aber es ist kein. Как, например, Турция и западные балканские страны. Там ведутся переговоры о вступлении в ЕС, но политика восточного соседства передает как бы совсем другой статус и не приводит к процессу вступления в ЕС. In einem Beitrittsprozess. Jetzt die sogenannte Revolution der Würde wird das ja jetzt bezeichnet. Конечно, даже так называемая революция достоинства была поддержана ЦРУ. А объясню. Первый пункт. Виктория Нуланд, ее выступление в Белом доме, ее высказывание «Мы инвестировали $5 миллиардов и хотим видеть результаты». Это все можно прочитать на сайте Белого дома. Там вся речь. $5 Milliarden haben wir in die Ukraine investiert. Jetzt wollen wir Ergebnisse sehen. Während des Maidans, Dezember 2013. Kann man auf der Webseite von. Второй пункт. Это факт за ЕС, что было во всех СМИ, но самый большой настоящий скандал это то, что она, Виктория Нуланд, говорит, мы хотим Яценюка, это наш человек. Это было в январе 2014 года, через месяц он стал премьер-министром. Das ist unser Mann, Yass, sagt Yass, ist our man, das war im Januar 2014 und einen Monat später war er Ministerpräsident. Und das dritte Третий пункт.
Это начало антитеррористической операции. В апреле 2014 года был шеф ЦРУ в Киеве инкогнито. Но как-то все же засветился. Кстати, об этом можно прочесть в газете «Бильд». Там он встретился с Турчиновым. Непосредственно после встречи Турчинов признал федералистов на востоке Украины, которые там в свою очередь заняли правительственные здания, террористами. И начал применять войска против них. Такого обозначения «терроризм» или «террористы» до речи шефа ЦРУ просто не было. Die Föderalisten im Osten, die ja auch dort Häuser besetzt hatten, also Verwaltungsgebäude, als Terroristen erklärt und zur Antiterroroperation aufgerufen und das Militär eingesetzt gegen den Osten. Еще один скандал. Я на этой неделе попросил информацию у правительства Германии и с нетерпением жду ответа. Дело в том, что ЕС пытается помешать какому-то закону, который запрещает массовую вырубку деревьев в Карпатах. Die Antwort, die EU versucht jetzt ein Gesetz zu kippen, dass die umfangreiche Abholzung der Wälder in den Karpaten ЕС ссылается на договор об ассоциации, настаивает на том, что этот закон стал недействительным. То есть применяется огромное давление, которое может привести к экономической катастрофе. Итак, в Украине после СССР осталась половина леса, которая была до 1991 года. И это делается для того, чтобы была возможность импортировать лес из Карпат в ЕС. 1991. Da wird richtig Druck gemacht gegenwärtig für eine ökologische Katastrophe. Damit das Holz Все, кто вели переговоры по восточному партнерству, говорят, что политика восточного партнерства – это груда осколков. Но об этом пока что никто официально не заявляет. aber offiziell sagt man das jetzt noch nicht. Проблема, конечно, в том, что когда происходит такая эскалация ситуации во время войны, как на Донбассе, и где я был в аэропорту Донецка, который был одним из современных в Европе, там уже нет абсолютно ничего, вообще, совсем. In Donetsk, das war ja der modernste Flughafen in Europa. Da ist nichts mehr. Es sind nur noch Trümmer und Baumstümpfe in 3 Metern. Пару лет назад я даже вылетал оттуда. Ужасные последствия войны. В первую очередь летом 2014 года. И в такой ситуации, конечно, есть и пытки, и все другие страшные нарушения прав человека. И события, причем с обеих сторон. Hast du natürlich auch Folter, all die großen, schlimmen Menschenrechtsverbrechen, und zwar auf beiden Seiten. So, und das ist furchtbar und deswegen muss der Krieg... Это страшно, и поэтому должна закончиться война. Но я считаю неправильным, когда с одной стороны одних подчеркивают, выделяют, выставляют наружу с целью показать, какая плохая другая сторона. Это и используют пропаганда для продолжения конфликта. И у меня впечатление, что и Ребекка Хармс, и остальные, все они так делают. Я считаю это использование в своих интересах таких событий, просто отвратительно. Ich finde diese Instrumentalisierung einfach widerlich.